Здравствуйте, друзья! Я очень люблю необычные решения в палаткостроении, в создании палаток. И сегодня такой случай. У нас сегодня на разборе палатка от фирмы Black Deer, ультралегкая, с одной дугой и консолью. И очень необычной конструкцией этой дуги и консоли. Поехали! Долой скуку! Нескучная модель, действительно необычная. Итак, это двухслойная, ультралегкая, двухместная палатка с шириной жилого пространства 135 сантиметров. Я перемерял, я намерил 132. И в длину, честные, 210 внутренняя палатка. И при этом она имеет всего одну дугу и одну консоль. Зачем все это? Затем, что эта палатка двухместная и очень большая по объему. Она сравнима с одноклассниками, ну, например, МСР Хаба-Хаба или Naturhike Монгар. Так вот, она весит 1400 грамм. И это значительно меньше, чем одноклассники. Вот за этим все и задумано. Но, как говорил Ломоносов хором вместе с Лавуазье, если где-то чего будет, то значит где-то чего-то прибудет. Закон сохранения энергии. И убрав одну дугу, вроде бы они должны были потерять в конструкции палатки. Палатка становится, по сути своей, условно самостоящей. Ей нужны колышки. Но здесь применено необычное решение. Дело в том, что единственная дуга идет не как в одноместных палатках по центру, а из одного угла наискосок к другому. И также наискосок ставится консоль, которая выполняет, по сути, роль второй дуги. Сложно понять? Вот давайте я поставлю внутреннюю палатку и все покажу, и вы поймете, в чем прикол, в чем интересное решение. Итак, вот у нас основная палатка. Здесь у нее получается два входа. Мы располагаемся вдоль входов, и у каждого лежащего в палатке есть свое место. 135 сантиметров – это чуть более чем дофига для палатки ультралайт. И поэтому, в принципе, сюда может лечь не только 2 человека, но очень плотно 3 или там 2 человека и ребенок. В такой ситуации похода с минимумом снаряжения. Дуга идет наискосок, и консоль образует как бы вторую полудугу, создавая внутренний объем. Верхняя часть палатки полностью закрыта сеткой, но нижняя фактически на треть. В голове и в ногах, там, где действительно вам будет дуть, сделана тканью. Продавец позиционирует ее как всесезонную, но все-таки я думаю, что это наиболее применимо весна, лето, осень. Зимой я бы с такой палаткой, знаете, не пошел. Угловая фурнитура вся металлическая. И это очень существенный момент, потому что для палатки ультралайт это в общем роскошь. В тех углах, где консоль, вместо обычного крепления сделана фактически оттяжка. А там, где идет крепление дуги, там полноценное нормальное крепление для того, чтобы дуга в нее упиралась. Хочется отметить очень высокое качество швов. Давайте вот посмотрим вот на этот шов. Все швы в палатке проклеены, но вот я такого не видел, чтобы здесь сделали вот такой мощный шов на тех местах, где дно сшивается с боковой стенкой. Молнии хорошие, к ним никаких вопросов нет. Очень-очень интересно. Вот мы поставили тент, и
вместе с тентом, во-первых, можно поговорить о конструкции. У нас получается два больших тамбура, где-то сантиметров по 60. То есть вполне туда можно поставить обувь, рюкзак, какие-то личные вещи. И у нас второй слой светло-серая ткань. Есть два варианта расцветки. Вот это светло-серый, есть еще ярко-зеленый. И тогда внутренняя палатка не темно-красная, а темно-зеленая. Вот. Но это уж на любителя. Качество ткани бывает такое у палаток с Алиэкспресса, что качество ткани у разных палаток разного цвета разное. Здесь одинаковая ткань. Это неон с ниткой 20 ден. Водостойкость больше 3000 мм указана. Не какая-то конкретная, больше 3000. И, в принципе, этого достаточно. У меня сложилось впечатление от вот такого. Я не могу вам это транслировать как-то, но сложилось впечатление от тактильного контакта с многими палатками сейчас, что здесь применены при примерно одинаковых показателях водостойкости разные ткани. Для тента она более тонкая, со структурой микрорипстоп, ткань с силиконовой пропиткой, а внутренняя, как мне показалось, при тех же показателях нитки, то есть 20 ден, она, видимо, используется большее количество ниток на квадратный сантиметр, вот это вот плетение больше, плотнее, потому что она на ощупь, вот она здесь красным здесь вставлена бордюром, и она реально другая, она реально значительно более плотная. Вот, поэтому эту палатку можно применять без футпринта, но футпринт идет в комплекте. По поводу применения футпринта у нас еще идут большие споры. Некоторые люди говорят, что футпринт это вообще только когда палатка внутренняя не ставится. Мне кажется, возможны варианты. Как решается вопрос вентиляции? Здесь сделаны окошки сверху, ну, собственно, как у любой другой палатки такого класса, окошечки с внутренней сеткой и с распорочками, которые создают вентиляцию. Но самое главное решение вентиляции – это вырезы снизу, достаточное расстояние между внешней палаткой и дном. Поскольку у нас внутренняя плотная непромокаемая ткань заходит почти на треть палатки, никакой опасности заливания дождем снизу нет, и образуется хорошая вентиляция снизу. 2/3 сетки наверху, и у вас явно не будет проблем с конденсатом. По крайней мере, существенных проблем с конденсатом здесь ожидать не стоит. Оригинальное конструктивное решение в действительности помогло добиться очень хороших показателей с точки зрения комфорта и удобности, вывести на уровень стандарта. А уровень стандарта – это, простите, MSR Хаба-Хаба. Только что она у нас была, MSR Хаба-Хаба, на кратком обзоре, и я понимаю, что внутреннее пространство этой палатки полностью соответствует. Но используется только одна дуга, и вы экономите несколько сот грамм на весе палатки. 1400 грамм, то, что вот я взвесил дома, это показатель, в общем-то, ультралайт однушки. А вы получаете за это 2,5 места по меркам ультралайт палатки. Вжух! Проклеенные швы. Хорошая вентиляция и хорошее пространство дополнительного тамбура. Кармашки, крючочки, вешалочки. Все как у людей. Важная история с ценой. Дело в том, что фирма позиционирует себя как очень крутую. И фирма позиционирует себя как выпускающую продукты высочайшего качества. И когда я зашел впервые и увидел эту палатку, цена мне понравилась. Она была на уровне других палаток или даже чуть меньше. А сейчас, когда она до нас дошла на тест, выяснилось, что это была скидка 50%. Так что, друзья, не пугайтесь того, что написано там, ждите распродаж, потому что явно стоит ловить эту палатку на распродаже. Если она вам понравилась, не торопитесь выкладывать за нее свои кровные. Дождитесь скидок, и все будет хорошо. Есть единственный серьезный минус этой палатки, в отличие от других, это то, что для ее установки нужно как минимум 2 нормальных точки фиксации. То есть если палатка абсолютно самостоящая, она, собственно, стоит вообще без колышков, но вам все равно нужно как-то растягивать, например, аналогичную палатку на входах 2 колышка, то вам здесь нужно растянуть 2 колышка со стороны консоли. А со стороны дуги, в общем, колышки не обязательны. Сейчас она, кстати, стоит без них. Если вдруг у вас нет возможности поставить, забить колышек куда-то, то спокойно можно якориться за деревья, спокойно можно якориться за камни, или, если вы стоите на песке,
полиэтиленовый пакет, в него песок, закопали в песок, и у вас прекрасный якорь. Расскажите, как вам? Понравилось? И всем хороших походов. До встречи в поле.